Если вы задались вопросом, какой купить брелок антипотеряшку, вы обязательно должны посмотреть это видео. Этим же вопросом я задался где-то 5 лет назад. Тогда купил свой первый брелок, я долго выбирал и вот остановился на таком вот брелочке компании Chipolo, итальянская разработка, который имеет массу преимуществ, и я ими пользуюсь сейчас. У меня их несколько штук и на ключах, и даже на собачьем ошейнике. Он действует на большом расстоянии, практически 60 где-то метров на открытой местности, и я доволен с головой был. После этого я делал обзор, можете посмотреть у меня на канале, там сверху будет ссылочка, Apple'овский AirTag, который вышел весной, да, тоже есть у меня обзор, но я сразу могу в этом видео сказать, что вещь абсолютно бесполезная в наших широтах. Это если кратко. Если детально, можете посмотреть и оставить свой отзыв. И, наконец, сегодня мы остановились на брелке от компании Samsung SmartTag. Мы сейчас вместе с вами протестируем, вы посмотрите, и я расскажу вам все плюсы и минусы этого маленького брелка. Что же предлагает компания Samsung сегодня? Она предлагает опробовать и протестировать вместе с вами их новый продукт, который называется Samsung SmartTag. SmartTag так и переводится, это умная метка. Конечно же, мы вместе с вами возьмем и посмотрим, для начала мы посмотрим, что же там внутри этой красивой коробочки, а после этого пойдем и будем тестировать в реале. Control it. Simply smart. Tag it. Control it. Tag. Control it. SmartTag поставляется вот в такой вот плотненькой упаковке, да, практически аналогично, как и Apple'овская метка. Но сегодня разговор не о ней, а о SmartTag, да, то есть тут сбоку, кстати, сразу показано назначение, например, ключи, багаж и домашнее животное, на которое вы можете одеть и с помощью этой метки найти или, не дай бог, не потерять. Вот насчет не потерять у меня сразу возникают вопросы. Значит, давайте посмотрим, что внутри. Я забегаю, как обычно, вперед. Внутри у нас, собственно, сама метка вот в таком футлярчике и инструкция по эксплуатации, да, краткое руководство. Все, больше ничего нет. Значит, достаем мы оттуда меточку. Сейчас я покажу крупным планом. Так она выглядит. Samsung SmartTag, на обороте Samsung. Внутри давайте попробуем открыть, если нам удастся, конечно. Открыть не так просто. Нет, пожалуй, не будем мы ломать. Не буду я вскрывать, вы мне на слово поверите, что здесь находится просто батарейка и просто платка. Но то, что у нас закрыто намертво, это даже очень хорошо. Я надеюсь, что никакая влага сюда не попадет. Посторонняя пыль или влага внутрь не проскочит. Что хочется сказать, что есть единственная кнопка. При нажатии слышен звук. Эта кнопка нужна, во-первых, для первого подключения этой метки к телефону и для, если нажать ее потом в процессе уже работы, нажать быстро, то происходит сообщение с телефоном и
вы можете телефон отвечает по звуку найти свой телефон. Точно так же, понятно, здесь есть встроенный динамик пищалочка такой. И, наверное, самое важное, что в этой метке есть отверстие для крепления. Вот почему Apple ушел от этого, да, но им надо продавать аксессуары. Здесь все гораздо проще, и Samsung, я считаю, более такая клиентоориентированная компания, без всяких заморочек прицепил себе на брелок или на ошейник и можешь спокойно пользоваться. Давайте перейдем к функционалу этой метки и начнем потихоньку разбираться, как она работает. Ну, во-первых, кроме самой метки и батарейки, которая в нее вставлена, да, и пищалочки там внутри, естественно, нужен телефон только Samsung. Только Samsung, причем не просто Samsung, вот, например, если у меня телефон есть Samsung J7, да, 2017 года, то он не подойдет, потому что по одной простой причине. Нужна программа SmartThing. Не на всех смартфонах Samsung она имеется, а поставляется, ну, это надо уже смотреть. Нужно смотреть обязательно перед покупкой этой метки, чтобы ваш телефон поддерживался и это приложение могло быть туда установлено. Поэтому я для тестирования буду использовать вот свой Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Он работает отлично с ним, и меточка подключается очень даже легко и просто. Я сейчас выведу на экран изображение смартфона и покажу, как взаимодействует метка с телефоном. Так, как я уже говорил, нужно приложение SmartThing. Да, оно обязательно имеется во всех новых поставляемых в Украину и Россию с телефонах Samsung, поэтому единственное, что нужно его найти. Вот оно есть. Здесь у меня уже есть несколько умных устройств, которые добавлены в домашнюю сеть. И добавил я уже SmartTag. Вот. Я не буду показывать, как добавлять. Это очень просто. Просто нажимается стрелочка, и дальше телефон ищет метку и быстренько ее находит, буквально за меньше, чем полминуты. И сам ее добавляет в это приложение. Значит, если мы заходим, видим первый экран SmartTag, это приложение именно этой метки. Больше никакие приложения не нужны. Только одно приложение, это от Samsung SmartThing. Сейчас оно, видите, подключено, причем можно посмотреть по карте, где метка находится. Естественно, GPS встроенного в нее нет. Она берет данные с телефона, то есть где находится телефон. В данном случае он сейчас привязан жестко вот к этой метке. Можем посмотреть, где находится. Потом включить сигнал. Например, если вы где-то потеряли метку, положили ее в квартире и не можете найти, самый простой вариант. Звук достаточно громкий и слышно очень хорошо. Второй вариант — это маршрут не получится. Второй вариант — это найти метку. Вот это как раз очень хорошая фишка у компании Samsung, в отличие от AirTag'ов Apple'овских, что можно искать по уровню Bluetooth сигнала с меткой, да, то есть как в обычных были, не знаю, какие-то были раньше игры, там направляешь устройство, радиоустройство, и чем больше сигнал, естественно, ты приближаешься, как это называлось раньше, кто помнит, охота на лис, если кто знает, да, в те годы, в годы моей юности. Охота на лис, то есть ты с помощью радиоприемника выбираешь направление, где максимальный сигнал, и на него двигаешься. Здесь принцип точно так же. Есть метка, и есть экран, показывает уровень Bluetooth сигнала от этой метки. Если я сейчас отойду, то, естественно, давайте попробуем. Я сейчас отойду,
А у меня здесь пишется экран смартфона. Да, видите, да? То есть я отошел, и по приближению индикатор показывает усиление сигнала. Естественно, будет самое максимальное усиление сигнала, где наша метка находится. Настолько простая фишка, но дальше некуда, понимаете? Просто вот есть сигнал Bluetooth, и ты, когда двигаешься либо в сторону метки, либо от нее, то сигнал, естественно, меняется. Просто и, я считаю, достаточно надежно. Так, основное меню, вот после, если мы заходили в карту, да, сейчас я попробую вот так вот выйти назад. Опять в главное меню этого смарт-тега попадаем. Значит, остальные действия, но это уже идет кастомизация. Например, при нажатии кнопки можно меняться. Что-то она выключилась. При нажатии кнопки, например, вот этой на AirTag, можно выполнять определенные задачи. Например, там включить свет. Если у вас есть умный дом, да, то есть все связано в единую сеть, которую понимает Samsung, да, в этом программе SmartThing, то при нажатии кнопки можно, например, либо включить лампочку, либо не знаю, там послать какой-то сигнал бедствия, либо еще что-то сделать, там включить телевизор. Все это можно настроить буквально вот этой одной кнопочкой. Она может быть вот видите, либо нажата, да, тогда выполняется какое-то действие, мы выбираем, либо эта кнопочка может удерживаться. Кроме того, тут есть настройки громкости, есть настройки мелодии. Выбирай, не хочу. Так, ладно, пусть будет эта мелодия. Все, оно записало. Можно присвоить категорию, если вы хотите. Вам для удобства, у вас много меток, как-то их различать. Не по имени, да, то есть есть еще и такие иконки. Там даже дрон вон есть, можно к дрону прицепить. Вот. И показывает заряд. Ну, почему аккумулятор, я не знаю. Вообще там внутри стоит батарейка. Вот, но градации тоже немножко непонятно. То есть 16100 это детали. Это все детали. И главное, что все работает, и все работает отлично. Итак, первая киллер-фича — это поиск по расстоянию вблизи. То есть, еще раз я повторю, это просто реально среди всех меток наиболее, наверное, удобные на сегодняшний день. Просто и дешево, как говорится, и сердито. И просто, и сердито, да. И это работает. Естественно, в квартире это может быть меньше расстояние за счет перегородок, стен и тому подобное. На открытой местности это расстояние, конечно же, увеличивается. Мы с вами это обязательно протестируем. Ну, в общем-то, и все. То есть, основные такие пункты, да, и по приложению. Тут, конечно, долго еще есть само приложение описывать. Я сейчас не буду, потому что сегодня видео у нас о метке. Кому интересно, я могу, конечно, рассказать. То есть, это автоматизация. Например, можно задать правило автоматизации, такое как вы приходите домой, у вас метка с собой, да, вы приходите, или даже не домой, а в какую-то вами предварительно назначенную область геолокация, да, GPS берется с телефона. И, например, ну да, если домой, например, у вас зажигается свет в квартире, или включается телевизор, вы уходите из дома, весь свет гасится, да, или вы там куда-то уходите, отключается мобильная связь. Вы можете такое поставить, то есть это автоматически. Все благодаря тому, что вот эта метка, она программируется на определенные действия. Какие действия вы зададите, это и будет происходить. Ну, это вкратце вот так вот я хотел рассказать об этой штуке. И давайте, конечно же, пойдем сейчас на улицу, проверим, как она работает на открытой местности. Потому что в помещении обычно такие метки покупают, конечно же, не для помещения. Для того, чтобы
находить потерянные вещи где-то на открытой местности, либо в транспорте, либо в поле, на огороде, где угодно. Единственное, да, что хочу сказать дальше, да, будет тест, что шанс найти эту метку, конечно же, повышается в населенных пунктах. Чем больше населенный пункт, тем больше шансов. Все дело в том, что вот эти программы, да, SmartThing, они устанавливаются на телефон, смартфон, и принцип действия ее такой, что если вы потеряли эту метку, допустим, где-то в кустах, то вам будет приходить сигнал и метка, карта, вернее, точка на карте обнаружения через человека, который проходил мимо, но имеющего телефон Samsung, естественно, вот эту программу SmartThing. Она работает по умолчанию в фоновом режиме. Тот человек может даже не знать с телефоном Samsung, но он пройдет мимо, и его телефон обнаружит чужую метку, да, ну, в данном случае, вот, например, вот эту мою, и через его телефон, через сервер Samsung вам придет уведомление, что вы вот там примерно ваша метка, примерно. Ну, это я забегаю наперед, а мы сейчас посмотрим, как это все работает. Побежали на улицу. Ну и, конечно же, самый главный тест метки – это на открытой местности, где мы обычно теряем кошельки, там ключи всякие и тому подобное, сумки. Поэтому вот сейчас я положу, как и Apple-овскую AirTag, положил в машину и посмотрим, кто ее и когда обнаружит, через какое время. То есть, по заверениям компании Samsung, метку должен обнаружить любой человек, у которого есть телефон Samsung и с установленным SmartThings. Ну, как правило, вот это приложение SmartThings, оно устанавливается по умолчанию во все новые смартфоны Samsung, естественно. Вот. Ну, посмотрим давайте, как это будет выглядеть и как скоро ее обнаружат. Так, я ее кладу вот сюда. Даже нет, я сказал бы вот так, чтобы она особо не привлекала внимания, и зато была свободная площадь для проверки. Самое главное, я забыл сказать, что телефон я выключил примерно за километр от этого места, где оставил метку. То есть для метки это абсолютно новое место, для телефона тоже. Она потеряла метку и больше не знает. То есть одна надежда только на того человека с Samsung, который сможет ее найти. И мы, собственно, по вот этой информации можем хотя бы вблизи подойти для поиска этой метки. Прошло минут 20, заходим в SmartThings. SmartTag у нас нету рядом. И смотрим, что у нас покажет по карте. Пока не обнаружено, потому что я не дал команду. Я сейчас даю команду сообщить об обнаружении. То есть это напомнит тот последний момент, где она была на связи. Вот эта метка. Да, была на связи. Я, естественно, уже где-то вот здесь вот. Теперь будем ждать сообщений от нашедшего. Сообщения, кстати, приходят без уведомления тому человеку. Он просто проходит мимо. Пришло уведомление на телефон. Значит, открываем. Вот, видите, да, в таком виде. Плюс оно также приходит еще и на часы. Если подключены к телефону. Открываем. И что мы видим сейчас? Открывается опять приложение SmartThings. Вот. И найдено устройство Galaxy поблизости. То есть кто-то проходил. И, значит, брелок, метка, это связалась с его телефоном и передала автоматически мне. Так, теперь, если посмотреть по карте, то немножко, конечно, промахнулся. Получается, что машина стоит где-то, сейчас я скажу, она вот здесь вот стоит, да, где написано терминал самообслуживания, а телефон был здесь, чей-то. Вот. Можно сделать еще раз. То есть можно еще раз поставить сообщить об обнаружении
И теперь следующий, кто пройдет, тоже с телефоном Samsung поблизости, есть вероятность то, что уже будет метка гораздо ближе. Ну, по крайней мере, это расстояние достаточное, то есть тут явно, наверное, метров 100, наверное, где-то так. Достаточно для того, чтобы уже пойти и искать. Давайте еще дождемся второго человека, кто обнаружит метку, и тогда уже пойдем искать. Прошло еще буквально 2 минуты, опять пришло сообщение, что найдено устройство, и мы сейчас... Сейчас мы откроем и посмотрим, насколько точно теперь. Ну, так скажем, не особо точнее, потому что метка теперь ушла где-то в другую сторону, примерно на такое же расстояние, может чуть меньше даже. Ну и третий вариант, давайте еще раз, вернее третья попытка. Мы опять сделаем вид, что мы не поняли, и ждем, когда кто-то определит. Ну и между третьей и второй перерывчик небольшой. Опять пришло уведомление, мы тыкаем, да, смотрим, есть. Найдено устройство. Что оно нам покажет? И покажет оно совсем в другой стороне, но тем не менее, как бы регион, то есть район понятен, да, где искать его. Вот, то есть мы можем приблизить. Вот за что я как бы тут сомнительно отношусь к Samsung, потому что оно показывает ерунду всякую, очень много информации. Она показывает, что вот зачем мне вот эта вот карта с какими-то абстрактными позициями, какие-то телефоны, планшеты. Но абсолютно здесь не надо. Если вы делаете уже привязку, делайте конкретно конкретному телефону, да. Другие устройства ничего нет. Значит, устройство найдено. Ну, район. И я хочу еще показать, кстати, на часах тоже настроился, я поставил SmartThings, как бы такая же программа, вот, она показывает тот же SmartTag, но при нажатии на телефоне доступно больше элементов. Смысл? Какой смысл в этой программе на часах? Вы мне скажите, если она все равно перебрасывает. Я не понимаю. Ну, а теперь самое время найти метку. Опять-таки заходим в самсунговское приложение SmartThings, тапаем и смотрим, где примерно была замечена эта метка. То есть видим, что по локации она где-то недалеко отсюда. Мы сейчас включим приложение для ближнего поиска и попробуем ее отыскать. Так, как я уже говорил, мы выбираем поиск поблизости и идем в том направлении, где у нас была приблизительно метка. По техническим характеристикам расстояние должно быть где-то около 100 метров. И вот на расстоянии где-то 50 метров только метка была обнаружена. И мы видим направление, то есть мы можем, если мы идем в эту сторону, например, вперед, то сигнал, по идее, должен уменьшаться. Вот, сигнал начал уменьшаться, вы видите, да? Если мы приближаемся к метке, то сигнал, соответственно, начинает увеличиваться. Ну и максимум сигнала, естественно, когда уже мы подошли вплотную. Я оставлял метку в машине, а машина — это, как известно, хороший экран и металлический, плюс тонировка. Поэтому, конечно, уровень сигнала гораздо слабее, чем если бы вы потеряли эту метку или предмет с этой меткой где-то в траве, на улице, в песке и тому подобное. Ну, на открытой местности, понятно. Здесь у меня, конечно, экран, поэтому схватило на очень близком расстоянии. Еще один тест я сделал. Я дал своей жене брелок, когда она ехала на работу. У нее хоть телефон и Samsung, но он не поддерживает SmartThings. Давайте посмотрим, как себя ведет в этой ситуации. Что мы имеем, какую информацию мы можем получить о местонахождении. Мы видим, что брелок периодически перемещается, но это перемещение не плавное, а рывками, то есть по тем точкам, где он был определен кем-то.
Скорее всего, это место большое скопление машин, где есть большая вероятность, что сидит за рулем человек с Samsung. Скорее всего, это пробка. Да, то есть вы видите, как потихонечку брелок или его геопозиция двигается по городу. Итак, какие выводы можно сделать по поводу этого девайса? Ну, во-первых, на первое место я бы его все равно не поставил. На первом месте я оставлю, пожалуй, этот старенький свой Chipolo, который, ну, что старенький, он продается и до сих пор, очень популярная штучка. Но я бы его поставил на второе место, Samsung на второе место после Chipolo. Во-первых, мы говорили о том, что найти брелок. Но насколько более важно для вас будет не потерять эту вещь, на которой укреплен брелок. И именно Chipolo здесь выигрывает, потому что в настройках Chipolo буквально одним пальцем можно задать, одним переключателем поставить положение, чтобы сразу извещал, когда вы выходите из зоны действия. То есть вы вышли, оставили брелок, например, дома или где-то, и через 50-60 метров вам уже придет уведомление как на телефон, так и на часы, то что вы забыли эту вещь. С Samsung так просто не получится. Там есть, да, там есть настройки автоматизации, то есть привязка к геолокации телефона, но это надо немножко поломать голову. Для простого покупателя, каких большинство, я так думаю, среди потенциальных потребителей данного продукта, это будет очень трудной задачей. Поэтому надо повозиться, да, то есть не так все просто. Поэтому и поиск отлично, да, поиск превышает этот брелок и все остальные вместе взятые. Очень удобно и, по крайней мере, гораздо удобнее, чем Apple. Я не призываю всех переходить на Samsung, но здесь гораздо удобнее. Но, опять-таки, повторюсь, чтобы что-то найти, нужно что-то потерять, а лучше ничего не терять. Я вам желаю, конечно же, не терять ничего. Вот, и подумать, нравится ли вам эта конфигурация. Если будут какие-то вопросы, конечно, обращайтесь ко мне в комментариях под этим видео, я с удовольствием вам отвечу. Я стараюсь на все комментарии отвечать достаточно оперативно, в течение 1-2 дней. Поэтому обратной связи вам будет с лихвой от меня. Спасибо за видео. Оставайтесь на моем канале, смотрите другие мои видео, пишите комментарии, не забывайте лайкнуть и подписаться на мой канал, кто еще не подписан. До новых встреч, всем пока!